лошадь – такое привычное нам животное. Казалось бы, абсолютно предсказуемое и знакомое. Но какие страсти кипят в табунах, когда кобылы входят в период охоты. И если в этом видео для вас откроется один неизвестный факт о лошадях, смело жмите лайк. Если удивитесь минимум дважды, то с вас лайк и переброс ссылки на этот ролик всем своим друзьям и знакомым. Готовы удивляться? Тогда вперед! Оговорюсь сразу, что речь здесь пойдет о табунных лошадях. И многие из описанных обстоятельств и примеров могут не произойти при конюшенном содержании, хотя, вероятно, будут очень схожи. Ранняя весна. Замечательное время. Пора, когда жизнь и все вокруг обновляется и обретает новые краски и смысл. У лошадей это самый удачный период для выжеребки. По разным причинам случается, что лошадь разрешается от бремени и в другое время. Осенью или в разгар лета, реже зимой. Но при пастбищном или табунном содержании в таких случаях жеребенку будет куда сложнее адаптироваться к окружающим его обстоятельствам, погодным условиям, наличию естественных кормов. Его шансы остаться живым и здоровым будут очень низкие. Жеребенок появляется на свет вполне сформированным. Он буквально сразу способен встать на ноги и следовать за кобылой матерью на довольно приличное расстояние. Беременность лошадей не всегда протекает благополучно. Скинуть лошадь может по множеству причин. Различные инфекции, которыми она может заразиться от другой лошади, или через некачественный прикорм, смена кормовой базы, изменения в окружающей среде, резкое и длительное похолодание, продолжительные дожди и так далее. По этим причинам заводчики с большой осторожностью относятся к беременным. Их не стоит перевозить на большие расстояния, да и покупать беременную лошадь точно очень рискованно. Еще и по той причине, что попав в новый табун, она неизбежно будет подвергнута прописке другими кобылами. Самые бывалые из них будут всеми силами пытаться не подпускать вновь прибывшую к кормушке с прикормом и изгнать новую пассию из табуна. А жеребец не станет дожидаться, пока в его косяке появится на свет жеребенок от чужого семени. Он сделает все, чтобы кобыла абортировала, сбросила зародыш, какого бы срока он ни был. Бывает, что беременные переселенки не выносят таких испытаний и погибают либо от истощения, либо от невыносимых побоев. Один из самых ярких примеров неистового темперамента и страсти в природе – это, конечно, лошади. Не случайно нас с вами так завораживает пасодобль и фламенко своим звоном кастаньет и стуком каблуков. И все это лишь прикладной пример характерных повадок обыкновенной лошади. Оригинал вы сможете понаблюдать все той же весной, когда кобылы приходят в охоту, едва разрешившись от предыдущего бремени. В это время происходят самые страшные кровавые драки между вожаками, означая свое исключительное превосходство. Один взрослый жеребец владеет косяком из 5-15 кобыл с жеребятами. Вожак должен исправно исполнять свою прямую обязанность самца и покрыть всех своих кобыл. Если одна останется непокрытой и будет находиться в охоте, то она уйдет из своего косяка в поисках другого, более выносливого жеребца. Как только кобыла понимает, что произошло зачатие, с этого момента жеребца к себе она уже ни за что не подпустит. Довольно часто в косяке есть кобыла, к которой вожак относится с особенной теплотой. Чувствуя свое привилегированное положение, она начинает тюкать и присмыкать остальных, особенно молоденьких кобылок, подспудно как бы
понимая, что очень скоро градус предпочтений вожака будет неизбежно смещаться в их сторону. Обычно именно это байбище ведет весь косяк на кормежку или с нее, в то время как сам вожак следит за тем, чтобы никто не потерялся или намеренно не ушел из него, а также ревностно охраняет всю группу от других жеребцов и опасностей. Эмоциональная привязанность лошадей поражает. Бывает, что косяк для улучшения породы в период охоты кобыл отдают во власть другого, более породистого жеребца, оставляя прежнего на привязи за оградой. Одна из кобыл может вырваться из-под опеки, несмотря на все ревностные попытки нового вожака удержать ее. Она преодолеет все преграды и придет быть покрытой своим прежним айгыром. Если новичок окажется слабым, неспособным укротить своих кобыл, то весь косяк разбредется, и чтобы его собрать, придется отпустить на волю его прежнего вожака. Прощаюсь с вами, друзья. О лошадях мы еще обязательно продолжим разговор. С вас лайк и подписка, конечно. Поделитесь этим видео, как договаривались. Всего вам хорошего.